Всю последнюю неделю я смотрел рилсы, шортсы и тиктоки с целью собрать и музыкально разобрать наиболее популярные из них. Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Да, не спорю. А вообще я классический музыкант, играю на аккордеоне и фортепиано. Диплома мимолога у меня пока что нет, но после этого ролика я всерьез задумаюсь о том, чтобы поступить на кафедру мимологии. Конечно, если не возьмут на кафедру бубна. Раз уж мы сегодня находимся в максимально мемной зоне, где мем, там и лайк, так ведь? Вот и поддержите меня лайком под этим видео, чтобы мою мемную диссертацию продвинуть в ютубе. Знакомьтесь, это Джастин Джей Мур, талантливый американский поп-певец. Его родители являются оперными певцами, закончившими Джульярдскую школу музыки, одну из престижнейших в Америке, да и в мире, с которой потягаться может разве что Саратовская детская музыкальная школа номер 3. Джастин публикует в соцсети различные приятные каверы и концептуальные ролики, где он перепевает песни в стиле известных певцов прошлого и современности. И среди них случайно затесался вот этот вот кавер на песню You're Beautiful в стиле Grown Tube. Эта песня у всех ассоциируется с такой приятной атмосферой легкой влюбленности и даже возвышения женского образа. Как раз в канун женского праздника подходит. А на самом деле песня про наркомана, который зациклился на своей бывшей. Он ее сталкерит, видит в метро уже с новым парнем и поет о том, как она идеальна. Кстати, эта история основана на реальных событиях, если верить автору трека Джеймсу Бланту. По крайней мере, реально та часть с метро. В оригинале песня использует всего 4 базовых аккорда. Золотое сечение популярных песен. 1, 5, 6 и 4 ступень. Да, вы не ошибетесь, если скажете, что вы уже это где-то слышали. How many times do I have to tell you? You're the judge. Oh no. Set me free. Как сейчас отовсюду звучит кей-поп, эта песня в 2000-х звучала буквально из всех отпаривателей. В 2007 году журнал Rolling Stone включил ее в топ-10 самых надоедливых песен на 7-е место. В целом, эту трубку, которую имитирует наш тиктокер, в каком-то смысле тоже можно назвать Rolling Stone. Юмор — это исключительно игра слов. Ну, потому что ее нужно вращать, чтобы издать характерный звук. Если захотите найти и купить ее, лучше пишите в поисковике на английском. Трубка для стона вас, возможно, приведет немного к другому результату. Такой товар можно найти в тех же разделах, что и подушки-пердушки и прочие товары первой необходимости, если вам уже исполнилось 6 лет. Этот удивительный кусок пластика был изобретен в Японии в 60-х годах. А вот уже с 1973-го она попала на американский рынок, благодаря покупке лицензии компанией Mattel, той самой, что выпускает игрушки и фильмы по Барби, Уно и вообще все, что есть игровое. Этот мем из сериала «Пацаны». Не путать с реальными пацанами, здесь они скорее нереальные. Мем использует в оригинале тембр скрипки, которая исполняет аккорды в мелодическом расположении, то есть каждый звук аккорда поочередно. Потому что, знаете, на скрипке сложно исполнять аккорды, как это делают обычно на гитаре, чтобы одновременно сразу много звуков звучало. Это связано с особенностями строения инструмента. Каждая из 4 струн требует особенной позиции смычка, для того, чтобы тот находился перпендикулярно струне и создавал вибрацию. То есть сыграть все 4 струны на скрипке одним смычком физически невозможно. Этот аудиофайл чудом сохранился в архивах. Слушать его страшно.
А вот интервал, то есть пару нот одновременно, пожалуйста. Спасибо, Клим Саныч. А если нужно создать эффект нетемперированного глиссанда, как тот, что вы только что слышали, в этом поможет левая рука, скользя по струнам вверх или вниз в зависимости от необходимости. Очень плохая музыка. Да, кстати, начинающие скрипачи звучат так плохо именно потому, что на скрипке нет ладов или настроенных клавиш, как на фортепиано. Скрипач просто зажимает струну в нужном месте, которое он заучил заранее, и для придания выразительности часто добавляет легкое движение пальца – вибрато. Точно так же, как поколение ТикТока открывает для себя Шопена в вертикальном формате, лучше уж так, чем никак, сам Шопен открыл для себя жанр ноктюрна в возрасте 20 лет, один из которых, наиболее известный, ми-бемоль мажорный, который вы только что слышали. Он не являлся родоначальником этого жанра. Вообще, ноктюрн — это дословно ночной из французского, и раньше являлся синонимом серенад и вообще любой ночной музыки. По сути, если бы раньше ходили дэнсить в клубы, то там бы играли ноктюрны. И благодаря ирландцу Джону Филду в 10-х годах 19 века этот жанр перебрался на фортепианную клавиатуру сперва в России, потому что он работал в Москве и Петербурге и написал все свои ноктюрны именно там, которые немногим позже оказались в Европе, где свежий жанр подхватил падки на хайп Фредерик Шопен. Вот так, этим тиктоком мы обязаны жанру, который был придуман, возможно, в вашем городе. Вы знали, откуда на вас смотрит вот этот вот что-то явно подозревающий неславянский мужчина? Ну конечно, это отрывки из сериала «Декстер». Такое чувство, что сейчас подрастающее поколение только начинает открывать шоу, которые были популярны в то время, создавая новую волну хайпа некогда культовым проектом. Сериал повествует о судебном медэксперте полиции Майами, у которого вечерами есть небольшое хобби. Дело в том, что он серийный убийца. Ну а что, хочешь что-то спрятать, спрячь на самом видном месте. Нам, впрочем, в рамках мема все равно на этого персонажа важнее сержант Джеймс Доукс, которого сыграл талантливый Эрик Кинг. Вы можете знать его еще по культовому Surprise, Ну а нынче популярный мем включает в себя финальную сцену первого сезона и начальные сцены второго сезона с многоговорящим, уверенно подозрительным взглядом сержанта, аккомпанируемого темой, которая неплохо так нагоняет саспенс. Сама по себе Blood Theme использует всего лишь два аккорда, первую и шестую ступень минора. Чередование терций с секундами в аккомпанементе фортепиано создает тот самый неустойчивый эффект, который часто имитируется в саундтреках к фильмам ужасов. Алло, привет, это Алена? У вас тритон. Что? Сейчас объясню. Как вы обратили внимание, мелодия спускается по натуральной минорной гамме, как вдруг спустя всего несколько нот попадает на ре бикар вместо до диеза, которого мы должны были ожидать по идее. Это создает между основным тоном аккорда и этой инопланетной нотой интервал, который называется тритон. Герпетологи, ваш час настал. Давайте пишите в комментариях, что тритон — это ящерка такая, а Китыч везде не прав. В музыке же тритон обозначает расстояние между нотами, то есть интервал, что вмещает в себя 3 музыкальных тона. А так как в октаве, то есть, скажем, от ноты соль до ноты соль, располагается всего 6 тонов, то эта стрёмная нота делит гамму ровно посередине. Кстати, в средневековье этот интервал называли дьявольским и вообще запрещали петь в церкви. Шучу, конечно, это распространенный миф. На самом деле
никто тритон специально не запрещал петь, но он действительно считался неблагозвучным, диссонантным. Люди просто избегали длинных остановок на нем. Также было и с другими диссонансами, и даже с терциями, которые сейчас признают вообще-то базой аккордов, а на начальных этапах развития церковной музыки их тоже старались избегать, импровизируя в унисон, в октаву или в квинту. В наше время в классической школе тритон все еще не самый благоприятный интервал с яркой краской. Но вообще-то тритон спрятан внутри D7. А еще есть уменьшенный аккорд, в котором уживаются два этих неухоприятных интервала. Спасибо за прекрасное исполнение. Больше не нужно, пожалуйста. Вы знали, что кота из этого мема на самом деле зовут Декстер, а не Ларри? И что? И что? Этот музыкальный мем тоже использует тритон в мелодии, но эффект призрачности здесь больше создает именно разница регистров фортепиано. Низкая длинная нота, поставленная на педали, и супервысокие мелкие ноты, как колокольчики, создают настоящий обрыв музыкальных тесситур, экстремальное звучание. Еще один популярный мем с грустным фортепиано на самом деле является частью саундтрека из аниме Bleach. За написанием музыки к этому мультсериалу стоит Сиро Сагису, работы которого, помимо Блича, мы можем слышать в таких японских произведениях мультипликации, как «Атака титанов» и «Евангелион». Мужчина в 70-х вообще играл в джаз-фьюжн группе T-Square. В общем, продвинутый музыкант. Элементы его яркой, никому непонятной молодости тут и там проскакивают в его саундтреках, будь то использование перегруженных гитар, как в «Атаке титанов», или усложненная гармония с надстройками. Самое начало мемной темы еще может попасть в рамки классической гармонии, с настолько большой натяжкой, что струна си на гитаре давно бы уже лопнула. Басовая линия спускается по фригийскому тетрахорду, образуя так называемую андалузскую каденцию. Нормальный такой неймдропинг начался, да? Это прям базовый набор аккордов, сопровождающий испанское фламенко. Хотя и в джазе, и в популярной музыке этот прием используют постоянно. Правда, в саундтреке к сериалу Bleach Сагису оставляет прежнюю гармонию звучать с 3 первыми нотами баса из 4, поэтому этот оборот может звучать не таким очевидным на слух. А мелодия, кстати, вновь использует тритон, только здесь он проскакивает как побочный звук. Значит ли это, что вся мемная музыка — это порождение дьявола? Надо запретить. Такое же сочетание звуков мы слышим, кстати, и в «К Элизе», которая сейчас звучит во многих рилсах. Вот вам небольшой квиз. Кто же написал это чудесное произведение, заигранное до дыр в музыкальных школах? Мать, ты дурак совсем? Правильный ответ — Бетховен, конечно, но другие варианты тоже имеют место быть. Напишите в комментариях, что вы выбрали. Интересно, что эта пьеса — большая загадка. Никто не знает, кому она была посвящена, кто такая эта самая Элиза. Есть даже версии, что пусть и произведение действительно было написано Бетховеном, рукопись с надписью «На память Элизе» от Леонида Васильевича Бетховена на самом деле подделали.
Самая популярная версия. Под именем Элиза скрывалась Тереза Малфатти фон Роренбах-Цудеца, вокалистка и ученица Людвига. Мужик был не промах, начал ухаживать за ученицей и даже хотел жениться на ней, но та ему отказала. Получается, промах. Это было в районе 1810-х годов. Вероятнее всего, в то время он уже не сразу смог услышать ее отказ по некоторым причинам. Наверное, один из моих любимых мемов — это нарезки с речами политиков и других известных личностей, которым аккомпанирует музыкальный инструмент. Показывая, насколько ритмичной может быть хорошо отрепетированная речь. Или даже плохо подготовленный урок, как у того мальчика, который пытался спеть гамму ми мажор. Если что, он попал во все ноты ми мажора, просто система музыкального образования еще не успела включить правильный, натуральный вариант этой гаммы в учебнике гармонии. В целом, эти видео имеют плюс-минус такую же идею, как и 55 на 55 или Enjoykin, которые сэмплировали мемные цитаты, накладывая их на электронную музыку. Но сейчас популярен более живой вариант. That's not me, that's Samson. No, not Samson! Что-то вроде лайва, требующего хорошей подготовки исполнителя, чтобы совпасть со спикером. При этом это не что-то совсем новое для музыки. Речитативы существовали в операх еще задолго до появления рэпа. И там это были сцены, которые больше двигали сюжет, благодаря тому, что не нужно было распевать длинные слоги, как в ариях. В речь певцов вмещалось больше текста, а оркестр или рояль подчеркивали важные драматургические моменты. А закончим мы наше видео просто очень красивой корейской музыкой. Сегодня, правда, не Blackpink, а Чхве Юри. Ты умеешь читать? Которая стала известной, в частности, благодаря мемной песне Wish из драмы «Приморская деревня Ча-Ча-Ча». Вернее, благодаря самой концовке этой песни соло кларнета. Аранжировка очень прозрачная. Текст о том, что девушка просто хочет, чтобы ее любили как бедного человека, чтобы она могла радоваться глубоко в сердце. Может быть, она о том, что бедные люди — это обычно студенты, и она хочет быть просто молодой в душе. Если кто-то из вас владеет корейским, буду рад, если поправите меня в комментариях и объясните смысл точнее. Советую послушать целиком эту песню. Красивая лиричная баллада. То, что надо, чтобы реветь всю ночь напролет. Я не про себя, конечно. Хотя только от минорной субдоминанты в мажоре слезы уже накатываются. Конечно, я не успел вам рассказать о всех достойных музыкальных мемах. Значит, это повод сделать вторую часть, в том числе из мемов, о которых вы напишите мне в комментариях. Спасибо за ваш лайк, просмотр и подписку. Подписывайтесь также на мой телеграм-канал, чтобы следить за обновлениями моей музыкантской жизни. А с вами был Кит Китыч на канале Кит Китыч. До свидания!